Всем привет, дорогие друзья! В этом влоге вы увидите целых два матча. Сперва мы вам покажем Нави против Complexity, и затем уже посмотрим Нави против Astralis. А вы не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и на наш новый телеграм-канал Navi Insight. А также мы оставим ссылочку внизу, где вы можете купить новый крутой мерч из коллаборации Нави и Big, 100% доходов от которого пойдет на помощь Украине. Поэтому покупайте, это будет уникальная возможность поддержать Украину, поддержать Нави и получить классный мерч. Поехали смотреть влог. Давай сейчас. Не, вместе, дал перед тобой. И плет, пар. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget about peace. Бомба у нас, парни. Да. Дал флеш на тобой, дал флеш на... Я дошел, не. Я буду пробовать. Тише, бать вон. Братан, я пробую. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. Где вас? Вы опорник вообще. 33! Ты не попал в 3 раза. Илья, shift. Step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the. Yeah, I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but man just too sharp with the prize. White girls better tell me I'm awesome. Yeah, hot like fire on the pan. If you wanna touch my please use caution. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget about. Да! Нет, ну они не успевали. Не спеши. Я занимаю. Если бомбу Валерий. Перетяжка, Валер. 5-1. А у меня? И КТ, 5 и КТ. КТ, аккуратно смог, братан. Парень, у меня есть флеш. Дай в КТ. Флеш КТ, да? Есть флеш, Сань, над Гендальфом? Я в зиг дал. Я дал. Валера, можешь со мной единицу прийти? Плент убивать. Плент убил. Единица и длина аккуратно. Да, тихо. Длина и длина близко. Убить. Зиг прикрыть. Парни, вместе, длину. Найс, давай. 2-2. Найс! Хорош. Ребята, такие хедшотики залетели. Stop that. I hear him chatting the noise. Can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man's keep walking. Дальше. Давай. Смоки. Найс! Мы сейчас находимся в Tulip Inn Hotel. Это гостиница на окраине Дюссельдорфа, и здесь прямо проходит вся стадия EPL. И групповая, и плей-офф, и практисы, и живем мы здесь, и едим, и развлекаемся. Все происходит здесь. И сейчас я вам покажу, что находится за этой дверью, на которой написано Natus Windsor. Это наш прокрум. Давайте зайдем, посмотрим, что внутри. Итак, practice room большой. Часто бывает, что это просто какая-то гостиничная комната, маленький номер, в котором душно, неприятно, но это не тот случай. Это целая огромная комната с выходом на стадион, где можно подышать даже свежим воздухом. Сейчас я покажу, что здесь есть. Из странных вещей здесь висит почему-то чьи-то вещи из химчистки. Ярик, почему они здесь висят? Потому что я их не забрал. Илья не забрал свои вещи из химчистки, видимо, куда-то собирается, быть может, на свидание. Хорошо, дальше что у нас есть? Коробка, в котором лежат, в общем-то, джерси парней, ничего интересного. Снэк-бар. Снэк-бар состоит из огромного количества трансжиров, сахара и прочей гадости, которую мы очень сильно, естественно, любим. Твикс, всякие шоколадные батончики, по какой-то причине огромное количество чупа-чупсов. Для меня это загадка, почему столько, ну ладно.
всякие конфеты, грелки для рук. В общем, все самое сладкое на планете вы найдете здесь. Ну, на самом деле, она не особо пользуется спросом, судя по тому, что он лежит здесь, по-моему, не пополняется. Что у нас дальше есть? Есть теннисный стол, который выполняет функцию, я не знаю, хотя бы раз они играли в теннис? Да, конечно. А, да? Часто Каждый играют? день играю. Кто чемпион? Я. Ярик говорит, что он чемпион настольный теннис. Я могу, конечно, сомневаться немножко в его словах, но Ярик у нас чемпион во всем. Но тем не менее, это теннисный стол, прикольно размяться, ребята любят настольный теннис. Здесь у нас еще и стоит еда. Ребята, точнее девчонки, тим-менеджеры, очень заботливо собрали ужин для ребят, потому что они сейчас играют, могут на него не успеть. Давайте посмотрим, чем кормят. Гриль. Тут, кстати, очень классный гриль. Прям стоит человек, на гриле делает разное мясо с огурчиками и горчичкой. Курочка и свинина, кажется, там. Тут то же самое, только еще и макарошки. Тут у нас что? То же самое. Хорошо. Я думаю, что в этих судочках то же самое. И огромная картошка. Почему она таких размеров, непонятно. Помимо этого, здесь есть непосредственно компьютеры, потому что, Прокрум создан для того, чтобы в нем тренироваться, поэтому прямо здесь ребята этим и занимаются. Тут у нас сидят уважаемые люди, смотрят матч, мы им мешаем. Это Ярослав, менеджер команды. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, Как ваши Антонина. дела? Мои дела прекрасны. Как вам Дюссельдорф? Отлично, я готов здесь жить. Да, Ярослав остается жить в Дюссельдорфе, мы ищем нового тим-менеджера, а вот и человек, который будет его искать. Алексей Хаус. Здравствуйте, операционный директор команды Нави. А вы какими судьбами к нам? Смотрю матч. Матч смотришь? Болею. Молодец, конечно. Хорошо, но мы не будем вас отвлекать, пройдем дальше. Давайте же выйдем на террасу и посмотрим, как красиво там. Опа! Ну какова красота! Ля, тут даже эхо. Нави! В общем, можно, выйти поболеть за... Ладно, тут ничего не происходит, можно просто проветриться и посидеть. Кстати, погода испортилась, очень холодно, не будем тут много времени тратить, пойдемте внутрь. Ярослав передает, что на следующей неделе здесь будет футбол. А кто играет? Фортуна Дюссельдорф. Фортуна Дюссельдорф с кем-то. А в июле здесь выступает Леди Гага. Мы хотим с Ярославом приехать на концерт Леди Гаги. Из интересного, тут есть огромная подушка, надеюсь, вам слышно этот ужасный звук, на которой написано Нави. Можно вот так вот прекрасно лечь и проводить время, я не знаю, смотреть футбол. Кстати, да, очень удобно придумано. Это даже поудобнее, чем некоторые места, в которых я в своей жизни спала. По примеру Бласта, как это называется? Instax Mini. В общем, нам дали такую камеру, которая делает моментальные фото. Давайте я вам покажу несколько из них. Это я. Меня фотографировал Ярик. Я считаю, что это красивая фотография. Это Валера на чиле. Саша. Илюха пьет водичку. Вы помните, что секрет победы Ильи — это водичка. Вот, пожалуйста. Опять Илья. Ярику нравится фотографировать Илью. Вот еще Валера. Потолок. Ну и все. Там еще много пленки, поэтому надо поделать побольше кадров. Ну и телевизор, на котором мы смотрим матчи. Ну, в общем-то, и все. На самом деле, тут дальше по коридору есть место, где можно сделать себе чай, кофе, и там дают даже какие-то закуски, типа маленьких бутербродиков и всего такого. То есть всегда есть чем перекусить. Кормят тут замечательно, просто прекрасно, я бы даже так сказала, постоянно, поэтому я ставлю лайк этому заведению. 10 из 10. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Taking them chances, making decisions, you know I'm never gonna lie. Останешь сзади них, я вас сфоткаю. Вот, ты можешь вместо Андрюхи встать вообще. I learned a lot of information because I didn't play like my positions and I should to hear a new information and I should try to play on max level. I tried it, but maybe in some situations it was hard, but I tried to do my best, so it's okay. Yo, let's do this.
Got picture homie rolling. Let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence golden broke cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest, talking to him. But decline your ego, bumping him out music, I'm eschewing. А у меня не отошли с меда, одну плюс оставили. Проверь конфиг, где? Либо... Конфига нет, никто не мучился, пацаны. Аккуратно, слышите? Могли фикануть. Permission if I could kick it. Checking the repertoire. Got that rep on par with a pistol. Еще кол. И близко. Кол. Близко. Кол, пас, кол. Еще кол. Светло, аккуратно. Да, светло, чел, слева. Светло, это ну. Let's do the fucking product. Tell me who want it. Not what you wanted. Bound to be iconic, baby. You got it. Let me get that love and that's 100. Taking the proof on it. But I'm in the spot and I catch the feeling. Raising the roof on it. Давай. Там в одну секунду убили Саню. Изик вышел, дай в мид. Красный мид, Саня. Это не промаши, делай. Да и хватит. 55. Get up. I know y'all hear me. Show love when I'm in your city. Мясо и темное. КТ и мясо. Делал темное тоже. Живите. Мясо. Найс! Со мной рядом человек, который был сегодня выпущен из заточения, который спас нашу команду, который внес свой огромный вклад, чтобы мы таки вышли из группы, и прилетел фактически в последний момент, чтобы поддержать основной состав Нави. Хитрик, Даня, здравствуй. Привет всем. Мы сейчас тут сидим между первой и второй картой Астралис Нави. Там Нави первую забрали без шансов. Но мы поговорим о том, вообще, как ты здесь оказался, как твои дела. Расскажи, как ты узнал, что, в общем-то, мы нуждаемся в замене, что Кирилл заболел, от кого ты получил сообщение и при каких обстоятельствах? Дела мои, в принципе, хорошо, нормально. Как это произошло? Я проснулся утром, и через минут 10 после того, как я проснулся, мне пишет Амиран, типа, срочно зайди в ТС. Я такой, типа, сейчас я такой встал. Он написал, типа, ну там, зайди. Я зашел, он мне сказал, что я еду в Германию на ESL, типа, потому что Кирилл заболел. Ну, это был не вопрос, да? Да. Ну, это утверждение было. Я, конечно, удивился сначала, ну, как-то не мог поверить, но потом уже понял, и все окей. Ну, ты обрадовался вот такой возможности или... Не, конечно, я обрадовался, чуть-чуть волновался, ну, я просто думал, типа, то, что мои позиции и так далее, но потом я уже понял, что крутой шанс, и в целом, конечно, я был рад. Слушай, как ты оказался вообще в Европе? Расскажи, понятное дело, что мы все сейчас в одном положении, ты также из Украины, расскажи, как ты переехал, как тебя застала эта война, и как ты провел последний месяц вообще? После войны первые 10 дней я жил у бабушки в Борисполе, вот. Потом мы жили там 10 дней, и мама предложила уехать. Я не хотел уезжать, потому что там, мой родной город, как-то непонятно, куда ты едешь в Европу, типа в другую страну, непонятно, где ты будешь жить. Вот. Но в итоге, короче, сошлись на том, чтобы уехать. Вот. Но мой папа остался во Львове. В итоге поехали сначала в Польшу, а оттуда уже в Чехию. Ну, из Чехии ты уже сюда прилетела без всяких проблем. Да. Как удачно получилось. Ну, я тебя понимаю, ну, очень хочется домой. Я надеюсь, что мы совсем скоро вернемся в Киев, и все будет хорошо. Ну, давай поговорим об игре. Итак, ты прилетел, и на следующий день уже была игра, да? Официалка ваша первая против АГО. Да. То есть времени потренироваться, у тебя, вы хоть одну официалку, прак хоть один сыграли с ребятами перед официалкой? Мы сыграли в первый день, как я прилетел, 2 прака на Мираже и на Инферно. Вот. Было непросто, потому что я изначально как-то старался как-то воспринять очень много информации для себя, которые, допустим, позиции, на которых я не играл. Я там услышал много информации про эти позиции, но опять же, со стороны, когда я смотрю там на позиции, допустим, там опорника или неважно где, я понимаю, как там надо плюс-минус играть. Но во время игры, как бы, когда нету вот этого опыта, когда ты не проходил те ситуации, которые возникают, у меня были проблемы с этим, и на официалках, и на праках. Вот. Ну, я думаю, это опыт в любом случае крутой. В итоге ты не проиграл ни одной карты на лане с официальным составом Нави, если что. Видишь, как удачно получилось? Да. Ну, можешь рассказать об игре с АГО? Она была первой, и, в принципе, АГО себя в группе показали неплохо, лучше остальных команд, лучше, там, чем Complexity и ЕГЭ. Можешь рассказать, вот как именно первая официалка для тебя проходила? Там, что ты ощущал вот перед стартом? Перед стартом я ощущал небольшое волнение, но потом, как игра началась, это уже все прошло. Вот, но первая карта вообще как-то очень быстро пролетела, даже
я не успел заметить, мы выиграли 16-1, Ну а да. вторая карта очень долго, наоборот, шла. 7 допов там было. Тянулась очень жестко. И она вроде вошла в топ-4 самых длинных карт за всю историю КС. Мгм. На рекорд играли. Как ты думаешь, это принес удачу в этом плане парням? Ну реально, какой-то такой контраст жесткий, да, 16-1 и Ну да. 7 допов. Типа, и мы могли выиграть раньше, и они могли выиграть раньше, но... Ну, у Нави Хорошо, вообще что мы с выиграли. первыми матчами на ланах бывают проблемы, поэтому мы, в принципе, были готовы ко всему. И вот был матч против АГО. Расскажи, может быть, кто тебя поддерживал больше всего в команде, с кем ты общался, может быть, кто-то тебе давал особые наставления, кто-то работал с тобой? Да все поддерживали по-своему. Мне написал в первый день, как только я приехал, Денис, типа, там, не переживай, все будет окей. Тоже приятно было. Саша поддерживал, Валера поддерживал, Илья тоже. Ну, и понятно, мы с Андреем дополнительно работали, там, вечером смотрели демки, обсуждали позиции, на которых я буду играть, там, что надо делать и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, все поддерживали, и это классно тоже. Повлияло в лучшую сторону для меня. Никто тебя не обижал? А то у нас такие ребята, знаешь, бывают ситуации, никто не кричал на тебя. Без комментариев. Дальше был матч против Complexity, да? Команда, которая... ЕГЭ. Да, дальше был ЕГЭ, точно. Но там тоже у вас 2-0 получилось, 16-10, 16-2, кажется, да? Сейчас точно гляну. Да, 16-2 Да. на оверпассе и на дасте 16-10. Вот как тебе дался этот матч? 16-2 вообще на оверпассе, так легко. Там был так крутой перформанс от тебя, насколько я помню. Тебя очень сильно комментаторы хвалили. Вот что скажешь? Ну да, как-то на оверпассе игра шла легче. Ну, это просто позиция, на которой я раньше играл. Мне как-то там было комфортнее. Я там просто стоял на гранатах и убивал на заходах. Вот. И, в принципе, все убивали, все получалось у нас вообще без особых проблем. И что важно, мы за атаку тоже выиграли пистик и, соответственно, закончили быстро игру. А вот на Дасте, на Дасте тоже мы хорошо начали, отдали несколько своих раундов, но в итоге под конец собрались и дожали. Ты закончил этот матч на 3-м месте. Simple, Beat, Hat-Trick, Perfecta, Electronic. Это за 2 карты. То есть, понятно? Вот так вот. Я считаю, что дебют удался. Хорошо, дальше у нас было Complexity, да? Как раз вчерашний матч. Он был решающим в том плане, что это был матч за выход из группы. В стадию плей-офф, соответственно. Вот. Ну и там выдался такой интересный матч, потому что первую сторону вы на обеих картах выиграли 12-3, а вот за вторую пришлось камбэчить вашему сопернику, и вам пришлось отдавать раунды. Это было на Эншенте и на Дасте. Можешь рассказать немножко подробнее о том матче, и что там во второй половине не получалось? Да, на Эншенте мы опять же начали хорошо, выиграли 12-3, но за атаку мы проиграли пистик, тоже важный. Потом проиграли форс и отдавали, в общем, много клатчей на Эншенте. А на атаку на Эншенте играть сложнее гораздо, чем за КТ. Вот, поэтому как-то у нас то плохой бай был, то мы клатчи отдавали. И вот такой счет получился близкий. Но в конце, я помню, там Валера включился, и мы выиграли 16-14, да, вроде. А на Дасте? 16-3. Да. На Дасте... Ну там тоже просто во второй половине мы камбэчили да. жестко Complexity. Чего там отдавали? На Дасте, за атаку, опять же, все шло хорошо, мы как-то хорошо общались, у всех все получалось. За КТ отдали пистик, отдали форс. Опять же, там некоторые позиции давали с длиной, были проблемы, в какой-то момент, вот. И, в конце, опять же, проявили агрессию в миду, и там, в принципе, выиграли. Дожали. Да. Вот расскажи, какая карта тебе показалась самой комфортной, играя в этом составе? Где получалось лучше всего? Оверпас? Очевидно, оверпас, да. Потому что я не играл эти опорные позиции, допустим, на Мираже и на Дасте. Я не играл длину. Но опять же, это просто, наверное, из-за опыта. Но на Оверпасе как-то было покомфортнее, потому что ты как бы стоишь, на той роли, которую я играл, ты стоишь на гранатах, накидываешь флешки, которые тебе колют, там, смок обновляешь и просто убиваешь на заходах, и надо, главное, слушать и предлагать, соответственно, много общаться. Вы говорили о карте Нюк вообще, в принципе? Понятное дело, что это один из пиков Нави, но вы в Нави Junior не играете карту Нюк. Вы говорили о том, что вот мы Нюк брать не будем, и как раз из-за того, что там могут быть сложности, из-за того, что ты замена. Ну да, мы опять же лучше пикали бы Мираж или Даст, чем Нюк, потому что у меня вообще нет опыта на этой карте. Есть, но опять же он не командный, скажем так. Лично ты как к Нюку относишься? Хотел бы играть мне нравится эта карта, да, но опять же, несмотря на то, что она мне нравится, там надо все равно много чего изучать, там гранаты и так далее. А Миран запрещает вам на Нави Junior играть Нюк?
Нет, ну как-то так получилось, что еще сначала на Junior начали изучать, задрачивать типа Vertigo, вот. И, ну, в принципе, на Junior хорошо всегда играли Vertigo, поэтому, в принципе, в Нюке особо необходимости не было. Но, конечно, много мыслей было начать играть Нюк. Я думаю, рано или поздно это все равно произойдет. Ну да. Тебя вдохновляет пример Моноси и Бита, в принципе? Ну вот их судьба, они тоже выходцы из Na'Vi Junior. Ты видишь себя в какой-нибудь тир-1 команде в будущем? Ну, конечно. Может быть, есть какая-то конкретная? Ну, конечно, Na'Vi? вижу смысл играть, если ты себя как бы не видишь в какой-то топовой команде в будущем. Вот. Ну, конкретно, я не знаю, нету, просто пока надо хорошо играть, хорошо показывать себя в официальных матчах. Ну, за Илью и Валеру я, конечно, рад. Ну, в принципе, я понимал еще давно, как только я начал с ними общаться, следить, ну, типа, видел, как они играют, и было понятно, что рано или поздно они все равно выйдут на этот уровень. Илья, опять же, хорошо влился, я считаю. Несмотря на то, что надо ему общаться на английском языке, ну, он с этим справится и справляется до сих пор. Вот. Ну, в принципе, все окей. Ты с Моноси больше дружишь, да, чем с Валерой? Ну, как сказать, я просто больше общался с Ильей, потому что мы играли с ним в одной команде, на буткемпе там много жили. Вот. Ну, как-то да, получилось так, что я больше с Ильей общался. Вот. Ну, и с Валерой я тоже стараюсь поддерживать связь. Вот. Ну, в принципе, так. Но Валера, опять же, с самого начала, вот, я помню, на Junior еще было видно то, что он очень выделялся своей стрельбой, как бы. Он все, что попадало, у него летело в голову. Вот. Поэтому тоже было понятно, что рано или поздно попадет или в Na'Vi в основном, или еще кто-то. Ты остаешься с нами здесь на турнире, да, или когда ты летишь домой? Вот какие у тебя планы сейчас? Ну да, я до конца турнира остаюсь, получается, мало ли может. Мало ли что. Да, мало ли все может быть. То есть на весь плей-офф мы будем здесь нашей большой командой тусить. Тут нам еще прилетел Леша Хаус, может еще кто-то присоединится. Поэтому у нас здесь такая большая дружная компания, будем вместе смотреть, болеть за Na'Vi. Кто тебе, кстати, в группе D симпатизирует? Ну, не симпатизирует, но как ты думаешь, кто выглядит сильнее всего, вот помимо Na'Vi? Там, ну, понятно, что в комплекте ЕГЭ у них проблемы, а вот Героик или Астралис? Помимо Na'Vi, Героик, наверное, потому что у них все жестко попадают. Мы играли когда-то прак с Na'Vi Junior против них, но опять же у них всех хорошая им, капитан есть, Кедин. Вот, потом, ну, Астралис, опять же, тоже неплохо играет, у них новый снайпер. На самом деле Фарлик, мне кажется, он неплохо играет с АВП, я помню, он до этого играл в Copenhagen Flames, в Godsend и еще в какой-то команде. Вот. В принципе, мне кажется, им как раз снайпера не хватало. Я думаю, им надо время, и они будут, в принципе, хорошо играть. И те, ну, в принципе, не то, что нравится, они неплохо играют, но вот ЕГЭ, я не знаю, мне кажется, может, не хватает какой-то командной игры, они как-то больше играют, бегают просто вместе и все. Вот. А Complexity, они уже больше структурно, они ходят попарно на разменах, вернее, отбивают зону, вот. И у них Флоп, я знаю, вот, он хорошо играет, мне кажется, он сейчас один из лучших опорников вообще в КС. Мы погнали смотреть вторую карту. Стоп! Да, не смотрю. Аккуратно, давай. Можно ставить, можно ставить. Пчела попала аккуратно. Не, не снизу, это я снизу. Грибы? Я помогаю. Даешь? Помогите. Я на фрагер. Я даю рамку. Я не смог только попасть. Я вниз иду поставлю. Даже будет, да. Танцуй, там. Форс! Красный темный. И форс. Возьми его. Ушли обратно! Я на ближний. 9 аккуратно. Еще, бомба, 2-2, 2-0. Бегут двери, 2 двери. Вышел. Найс! Он темный ЛП. Убил? Темный ЛП, вместе. Я упрыгиваю. Я вышел. Найс! Он стоит близко мне! Убил его. Го по себе, он одина! Убил его, хая. Я молик даю, молик ему даю. Давай.
Жду. Давай более спикера, можно раньше, пожалуйста, для меня? Бум-бум. Валера, поздравляю вас с победой. Спасибо. Она не была такой легкой, как предыдущие, но тем не менее. А ты можешь вчера вообще немножко прокомментировать вчерашний матч в комплексити, потому что он тоже будет в этом влоге, но у нас нет никаких комментариев. Что ты помнишь о нем? Два мы их вроде зарыли, да? В первой половине, да, у вас 12-3, первая и вторая половина, ну, первая половина двух карт 12-3 была, а потом вот они давали какой-то неожиданный камбэк. Мы же... я помню, раньше мы давали очень много обидных ситуаций наших. Прям очень много. Там 3 или 4 разных. Не доигрывали. Под attention, поэтому такой счет близкий. Ты, в принципе, как себя на Эншенте сейчас ощущаешь? Вы чаще вы что-то играете эту карту? Сегодня вот мы ее видели против Астралис. В принципе, нормально. Сегодня, кстати, да, 4-16. Да, 16-4 точно. 4-16 в пользу Астралис. То есть ты себя комфортно чувствуешь? Да. Хорошо. Также у нас был Нюк сегодня и Инферно. Первый раз мы сыграли 3 карты с приходом Кирилла. Вот, кстати, расскажи мне, рад, потому что Кирилл сейвил? Да, конечно, легче рад. стало играть? Да, легче, но сегодня у нас немножко не получалось. Практика нужна на этой карте, так скажем. Даже немножко не услышали друг друга. Денис холил то, что надо... Они играют от улицы, пытаются закончить улицу, а мы как-то не слышали, что ли. Ну вот, не договорились, так скажем, в атаке. Ну, ты чувствовал, что есть некие проблемы на коммуникации, как я поняла, из-за того, что вы давно, в принципе, не играли вместе, и Кирилл только приехал, да. С этим были связаны проблемы? Мне кажется, из-за того, что до Кирилла не было, мы немножко... Надо напомнить немножко Нюк. И так в целом. А Инферно? Что скажешь по Инферно? Нам не везло, я считаю, потому что они там в смоки врывались, убивали нас. Короче, врасплох нас заставали, да, потому что они очень рисковали, и это было, окупилось, так скажем. Хорошо, завтра, в принципе, скорее всего, самый такой тяжелый соперник, да, наверное, Героик. Последний матч группы. Какие твои предикшены? Предикшены? Ну какие предикшены? Ну как тебе играть против Героя? Как бы ты описал эту команду? Чем они отличаются от других, на твой взгляд? Ну прям отличаются, но это просто обычная тир-1 команда, которая навязывала борьбу нам в прошлый год. Ну, ты ожидаешь плотной игры или, в принципе, готов? Да, у нас они обычно близкие, у нас матчи, мы намного чаще выиграем, но у нас близкие матчи очень часто, что они хорошие соперники. Да, действительно, всегда очень интересно наблюдать за Нави против Героик. Этот матч будет завтра, этот матч будет заключительным в группе D, потом у нас будет выходной и плей-офф, правильно? Такой план? Получается так. Ну хорошо, тогда я желаю вам завтра удачи. Спасибо, друзья, что посмотрели этот влог. Нужно подписаться на YouTube канал обязательно. Конечно. Да? Валера, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал новый Нави Инсайд. Там вы найдете много интересных инсайдов, собственно говоря, извините за тавтологию. В общем, всем пока, спасибо, что посмотрели, увидимся. Пока.